Вы на канале «Это вкусно». Сегодня я буду готовить котлеты из говядины в духовке. Такие котлеты можно считать диетическими, так как телятина довольно постное мясо, а котлеты не обжариваются, а запекаются в рукаве. Двойное преимущество – никаких брызг вокруг, а котлеты готовятся практически в собственном соку. Также я поделюсь своими хитростями, чтобы котлеты получились сочными и нежными. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце видео, а я начну готовить. Начну приготовление с лука. Его я всегда в котлеты добавляю обжаренный, потому что он придает фаршу сочность, поэтому нарезаю его довольно крупными кубиками. Я добавляю еще 3 маленьких зубчика чеснока, но это по желанию. Если вы не любите чеснок в котлетах, то не добавляйте. Разогреваю в сковороде растительное масло, всыпаю лук и готовлю его минут 10 до прозрачности. Мощность плиты у меня 7 из 9. Время от времени перемешиваю. Лук стал прозрачным, и теперь я добавляю кусочек сливочного масла. Оно придаст вкус луку, а также распределится в фарше. От этого котлеты станут сочнее и вкуснее. Когда лук начинает золотиться, я добавляю чеснок и готовлю еще минутки 2. Вот до такого состояния. Теперь все это нужно остудить. Если вы больше любите котлеты из смешанного фарша, то на моем канале есть рецепт приготовления таких котлет. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Следующим этапом я подготовлю хлеб. Я срезала корочки, разламываю его на кусочки и заливаю водой. После того, как он размок, я его отжимаю. Обычно в котлеты из говядины я добавляю хлеба чуть больше, чем в те, в которые со свининой. Мясо у меня телятина, я зачистила ее от пленок и жил и разрезала на небольшие кусочки. Перемалываю мясо на мясорубке. Добавляю остывший лук вместе с маслом. И последним в мясорубку отправляю хлеб. Готово. Чтобы котлеты из постного мяса получились сочные, я добавлю в фарш кабачок. Он не придаст котлетам никакого дополнительного вкуса, зато даст им сочность. Кабачок я очищаю и натираю на мелкой терке. Добавляю все это в фарш. Теперь специи. Соль, свежемолотый черный перец. И я еще добавлю немного кориандра, но это по желанию. Вы можете добавить свои любимые специи. А теперь главный секрет. Чтобы котлеты из говядины получились мягкие и нежные, я добавляю неполную чайную ложку соды. Именно сода придаст фаршу нежность, и котлеты из говядины не будут жесткими. Но соду нужно класть не больше, чем 1 чайную ложку на 1 килограмм мяса. Теперь фарш нужно очень хорошо вымешать. Самое время поставить рецепту лайк. Сделайте это, чтобы видео посмотрело как можно больше зрителей. Так вы поможете развитию моего канала. Фарш нужно очень хорошо отбить. Если вам лень это делать вручную, то можно это сделать при помощи комбайна. Я же отобью вручную. При этом в фарш я подливаю очень холодную воду. Количество воды регулируйте по консистенции фарша, но если так получилось, что вы добавили воды больше, чем нужно, и фарш получился жидковатым, то поставьте фарш в холодильник на пару часов. После того, как фарш я отбила, накрываю его пленкой и отправляю в холодильник минут на 40, можно больше, чтобы сода включилась в работу. У меня на канале есть рецепт вкусных и нежных тефтелей под сливочным соусом в духовке. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу.
Фарш простоял в холодильнике час, можно формировать котлеты. Наливаю в мисочку холодную воду, смачиваю руки и начинаю формовать котлеты. Отщипываю немного фарша и еще отбиваю его в руках. Котлеты я делаю небольшие, весом примерно 100 граммов. Готово. У меня получилось 16 котлет. Запекать я их буду в рукаве. Отрезаю пленку с запасом. Завязываю один край. Рукав подворачиваю и смазываю внутри растительным маслом. Запекать я буду на противне, поэтому сразу раскладываю на нем, чтобы было удобно. Обваливаю котлеты в муке и лишнюю муку хорошенько стряхиваю. Укладываю котлеты в рукав. Такие котлеты можно вообще не панировать, но я использую муку для того, чтобы сок, который выделяется при запекании, получился более густым, похожим на соус. А вот использовать панировочные сухари не имеет смысла, корочка не получится такой хрустящей, как при жарке на сковороде. Завязываю второй край и отправляю противень в разогретую до 180 градусов духовку на 45-50 минут. Если вы хотите, чтобы котлеты сильнее подрумянились, то примерно через 35-40 минут разрежьте рукав и дайте им подрумяниться. Я так и сделаю. Смотрите, сколько сока. Котлеты готовы. Можно пробовать. Вот такие они получились: нежные, мягкие и сочные. Для их приготовления я сегодня взяла 800 граммов говядины, 3 луковицы, это 300 граммов, 3 зубчика чеснока, 1 кабачок весом 150 граммов, 50 граммов сливочного масла, 150 граммов белого хлеба, 2/3 чайной ложки соды, 200 мл холодной воды для фарша, соль, черный перец и кориандр. И вот такие аппетитные, нежные диетические котлеты получились. Готовьте и наслаждайтесь. Мои любимые рецепты котлет смотрите в этом плейлисте. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно!